Привет, меня зовут Лена, я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить торт из 5 простых ингредиентов. В нем натуральная сладость яблок и необычная текстура с орехами. Готовится он настолько просто, что в это трудно поверить. Друзья, я подготовила для вас новый сборник рецептов. И, наконец-то, это торты. Меня много раз просили именно о них. В этом сборнике 7 рецептов тортиков, которые готовятся без духовки. Среди них шоколадный, бисквитный, морковный и даже веганский красный бархат, естественно, без красителей. Большинство из этих тортов готовится очень легко, а результат – потрясающе вкусные торты без намека на простоту их приготовления. Особенно я советую приготовить этот нежный тортик. Он нравится всем, кто его пробует, настолько удачное сочетание в нем вкусов и текстур. Простое приготовление, коржей в нем нет, 20 минут и ваш торт готов. Ссылку на скачивание книги я оставлю в описании к этому видео. Нам понадобится 150 грамм овсяных хлопьев долгой варки и 80 грамм грецкого ореха. Орехи можно выбрать любые другие, на ваш вкус. Пересыпаем их в блендер. Сюда же добавляем 130 грамм фиников, очищенных от косточек. Тщательно измельчаем все это в блендере до получения такой немного липкой массы. Также нам понадобится около 700 грамм яблок. Очищаем от шкурок и нарезаем на мелкие кусочки. Можно и натереть на крупной терке при желании. Должно получиться 420 грамм измельченных яблок. Все компоненты для торта готовы. Осталось только собрать его. Кольцо для выпечки стоит на антипригарном коврике. Кольцо лучше предварительно смажьте маслом. Выкладываем треть овсяной массы на дно. Это около 120 грамм. Выравниваем руками. Если вдруг масса липнет к рукам, то смочите немного пальцы водой. Это будет наш корж. Дальше выкладываем 140 грамм яблок. Тоже выравниваем. И так чередуем корж и начинку. Последним слоем будут яблоки. Хорошо выравниваем и отправляем выпекаться в духовку при 180 градусах Цельсия на 50 минут. Тортик готов. Для вкусного покрытия поверхности я использую шоколад без сахара. Просто выкладываю на горячий тортик и жду, пока шоколад растает. Распределяем шоколад по поверхности торта. Теперь переносим торт на тарелку или подложку. И снимаем форму для выпечки. Все, тортик готов. Осталось только дождаться остывания. Если вы, конечно, готовы ждать, потому что аромат стоит нереальный. Давайте его разрежем. Смотрите, какой необычный торт. Я уверена, что вы такого никогда не ели. Разрез выглядит немного необычно, потому что в нем не видно коржей как таковых. Точнее, коржи рассыпчатые, а начинка невероятно сочная. Вкус, как и аромат у этого торта, просто потрясающий. Сочетание грецкого ореха с яблоком всегда особенно удачное. Грецкий орех дает легкую горчинку, яблоко – кислинку, финики – сладость, а овсянка уравновешивает все эти вкусы. А шоколад сверху шикарно сочетается со всей этой композицией. Если охарактеризовать этот тортик в нескольких словах, то это натуральный, насыщенный вкус и умеренная сладость яблок. Вот так просто и очень вкусно. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!